So we're back on Instagram. We just need our translator. He's there. He's just got to come online. Oops. What am I doing? Oh, no, so that's okay. So, translator, we've accepted. We're just waiting for him to. There he is. Hare Krishna. Hare Krishna. Добро пожаловать. Спасибо. Начинаем. Спасибо всем преданным. Начинаем. Очень скоро. Okay. All right. So just, yeah, okay. I think we can start. Я думаю, мы можем начинать. First of all, some prayers. Начнем с молитв. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vesharne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapacharudyas Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namaha. Hare Krishna, all glories to all the glorious devotees. Вся слава всем славным преданным. Stable enough, all right. Anyway, that'll just have to do. Okay. So, devotees. Дорогие преданные, last night, due to time constraints, we had to cut off in the middle of the Jagayan Madai epic. Из-за ограничений во времени нам пришлось историю прервать по Джагай Мадай. It's not just your kind of short version that you might hear in a regular class. И мы рассказали ту историю, которую вы, возможно, слышали уже в обычных лекциях по Писаниям. Мы добрались до того момента, где Lord Nityananda and Haridas Thakur, Господь Нитянанда и Харидас Такур отправились по приказу Господа Чайтаньи проповедовать, и они только встретили Джагай Мадай первый раз и убегали от них. Убежать было нелегко, особенно для Харидаса, потому что он был человеком уже достаточно преклонных лет, было около 60 лет примерно. Где-то 60 ему лет было. И им пришлось постараться, чтобы убежать от этих двух негодяев. И когда они вернулись в место, где остановился Господь Чайтанья, который был своего рода штабом, центром проповеди, где разрабатывались планы и тому подобное, и Харидас Такур didn't want to tell Lord Chaitanya не хотел говорить Господу Чайтанье о непредсказуемости и даже иногда безумного, дикого поведения Нитянанда Авадуты. Но он рассказал это Адвайтачарье, который был очень близким другом Харидаса. Они общались уже много-много лет. До того еще, с тех пор, до того, как Господь еще явился на земле, Харидас пожаловался, он сказал, просто он очень сокрушался, что эти два пьяницы валялись просто на улице. Он подошел к ним, двум этим уродам, и просто начал им проповедовать о Кришне. И они просто озверели. Услышав это, они просто взбесились и побежали за нами в бешенстве. Что же делать?
Адвайта Ачарья сказал, он был потрясен, удивлен чрезвычайно. С другой стороны, сказал, ничего особенного для Нитянанды. Один пьяница, он всегда ищет бутыльников. Они всегда по трое собираются. Нитянанда, он вечно пьяный. Пьяный от Кришна премы, поэтому он должен всегда найти себе еще двоих. Для полного удовольствия, имеется в виду Джагай Мадай. Как отреченный, преданный, тебе, конечно, в таких компаниях нечего делать. Я знаю характер Нитянанды и его все склонности. Он неудержим в том, чтобы приобщить всех, напоить всех этой любовью, Господи, чтобы они тоже опьянели. Our Vaishnav Association. И он хотел привести этих двоих в наше вайшнавское окружение вайшнавов. As it happened, Lord Chaitanya would go out sometimes. Как это имело место быть, Господь Чайтанья нередко выходил на Харинамы проповедовать. Однажды он встретил Джагай Мадая. Позвольте прочитать вам. И они сказали, Нимай Пандит, ты так красиво поешь. И мы хотим, чтобы ты спел Мангала Чанди. Мы принесем все параферналии для Чанди Киртана к тебе домой. Мангала Чанди — это поклонение Дурге, на самом деле. Это форма Дурги. И мы говорили уже в отношении вот этих разбойников, браманов, что этот браман-разбойник, он вместе со своими сообщниками поклонялся Чанди и предлагал им мясо и вино. Это и есть как раз, они об этом и намекали, что мы принесем сейчас все параферналии для поклонений. Ты споешь Чанди Киртан. Господь Чайтанья прошел мимо, стараясь, не обращаясь на их внимание. Они остановили его, и он ушел. Он не стал с ними вступать в разговор. Однажды Господь Нитянанда, однажды вечером, он был в доме Господа Чайтаньи, встретившись с Господом в его доме, и возвращался домой после этой встречи вечером. В то время он по-прежнему оставался у Нанданачарьи. Из того места, где место рождения Господа Чайтаньи, где Господь Чайтанья оставался, наверное, надо пройти где-то 2-3 километра до дома Нанданачарьи. И ему нужно было пройти этот путь. И как вы думаете, по дороге кого он встретил? Кого же он мог встретить, кроме Джагай Мадая? В этот момент он как-то не был в настроении служения, он просто возвращался домой. Но встретил на улице Джагай Мадай, и Джагай Мадай остановили его. Загородили ему путь. Они были, как всегда, вдрызг пьяные. Вдрызг просто. Особенно Мадай. Он был очень оскорбительном таком дерзком настроении. И Джагай тоже. Не настолько был, конечно, как Мадай в таком безумном состоянии. И затем Господь Нитянанда попытался проповедовать. Что он сказал? Бола Кришна.
Баджа Кришна, Коро Кришна, Шикша. Повторяйте имя Кришны. Почему бы вам не начать поклоняться? Почему бы вам не начать следовать наставлениям? И тут Мадай щелкнул. Как бы его тут пробило. Он просто, не глядя, не схватил, что было под руку попало. Это оказался осколок бутылки, кувшина, в котором был глиняного горшка. Возможно, они из него как раз и пили из него и бросили его на землю. Мадай схватил этот черепок и кинулся на Господа Нитянанду. На самом деле, Джагай хотел остановить его, когда надо отдать ему должное, и Господь Чайтанья ему отдадут должное, они учтут это в дальнейшем. Они припомнят ему, что он старался остановить Мадая, но Мадай просто обезумел, просто потерял полный контроль над собой. И он ударил очень сильно этим черепком. И тут же хлынула кровь из головы Господа. Он ударил его несколько раз по голове, и кровь хлынула на одежду, на тхоти Господа. Он весь в крови был, действительно это было очень зрелище ужасное. Конечно, вы можете спросить, верховная личность Бога, которого трансцендентное тело, вы можете сказать, почему это кровь истекает? У него даже вены, сосудов нет. И Шапанишат говорит об этом, что у Господа тот, кого нет вен. Его тело чистый Сатчитананда, вечность блаженства и знания. Но Господь Нитянанда стал истекать кровью, причем обильно кровь текла, обильное кровотечение было. Просто трагически. И затем Господь Чайтанья появился на этой сцене, в этом месте. И уже он в этот раз был уже вооружен сударшиной чакрой. И он громко кричал, громко «Чакра! Чакра!» Чакра звал. Даже не так, как я, он просто кричал громко, громогласно. Готов был уже отпустить чакру, чтобы она... И Джагай, Мадай, это просто вообще полу на земле, как бы. Потому что это была какая-то внезапная, мощнейшая атака со стороны Господа Чайтаньи. Но затем Господь Нитянанда вскочил между двумя братьями и Господом Чайтаньей и остановил его. И первое, что он сказал Господу Чайтанье, Джагай пытался остановить Мадая. Он пытался. И Господь Чайтанья сказал, Джагай, пусть Кришна благословит тебя. Ты завоевал мое сердце тем, что пытался защитить моего дорогого Нитянанду. Проси все, что хочешь. Я тебе дам любые благословения. И с сегодняшнего дня ты будешь очень твердым. Просто сразу ты получишь неизменное состояние Кришны Према. Все так моментально произошло. Когда Джагай увидел, что Господь Чайтанья, он вдруг увидел его четырехрукой формы с раковиной, чакрой, лотосом и булавой в руках. Он увидел эту божественную форму. И он рухнул просто на землю. И Джагай взял и поместил Господа стопы на свою грудь, Господа Чайтаньи.
Затем Мадай поднялся, он был тоже на земле. Он встал, и он кинулся в поклон к лотосным стопам Господа Чайтаньи. И стал молиться. Он говорит, мы совершили столько грехов. Все, что мы делали, было сплошным грехом. И еще день назад он бежал вместе со мной, гнался за Харидасом и Нитянанда. На самом деле, не лучше, чем я. Он такой же, как я, он тоже падший. Пожалуйста, ты должен ту же милость, которую ты проливаешь на них, ты должен пролить на него. А Джагая, ты на меня должен пролить. Я буду повторять твое святое имя. И, пожалуйста, знай, что нету никого во всем творении большего урода, чем я. Господь Чайтанья. Очень неоднозначная ситуация, потому что Мадай напал на Господа Нитянанду, и он сказал, твое оскорбление гораздо больше, чем все оскорбления демонов в Кришна-лиле. Потому что ты причинил боль моему самому близкому возлюбленному спутнику Нитянанде. Тело Нитянанды, оно дороже мне, чем мое собственное. И Мадай, он же надеялся получить прощение от Господа Чайтаньи, а сейчас похоже, что Господь Чайтанья понимает, что произошло, и держит по-прежнему над ним чакру, и Господь Чайтанья сказал, ты совершил, самое тяжелое из оскорблений совершил, которое только может быть, поэтому иди и падай к стопам Господа Нитянанды и моли его о прощении. И Мадай сделал это сразу же. И когда он обратился, предложив поклоны Нитянанде, Господь Чайтанья обратился к Нитянанде и сказал следующее. Послушай, Господь, дорогой Нитянанда, он лежит у твоих стоп, поэтому ты должен пролить на него милость. Ведь он пролил твою кровь, и только ты можешь простить его, и только ты можешь пролить на свою милость. Нитянанда сказал, и Господь, Господь Нитянанда сказал, пожалуйста, давай не будем сейчас делиться кто кого будет прощать. Просто прими его, пожалуйста, и все. Пролей на него свою милость. И он простил их и обнял их. Он крепко-крепко обнял Мадая в крепких объятиях. Тело Мадая полностью освободилось от этих объятий, от всех греховных реакций. Его тело просто пропиталось трансцендентным потенциалом Господа, силой духовной Господа Нитянанды. Сейчас оба, и Джагай, и Мадай, были полностью очистившимися. И они начали поклоняться Господь Чайтанья сказал им, хорошо, Джагай и Мадай, с сегодняшнего дня, пожалуйста, больше ни одного греховного поступка. И они сказали немедленно, с сегодняшнего дня, с этого момента, ни одного греховного действия, ни одного поступка низкого. Так, давайте повторим, что Господь Чайтанья сказал. Он сказал, вы оба, Джагай и Мадай, внимательно сейчас слушайте меня. Это абсолютный факт, это то, что я освободил вас от всех греховных реакций, которые накопили на протяжении многих рождений, не только сейчас. Сейчас, если вы не займете себя, если вы не станете погружаться снова в греховные действия, я тогда приму ответственность за то, что вы уже успели сделать, за ваши грехи. Я приму остатки ваших грехов,
энергия проявится в ваших телах. Затем Господь Чайтанья сказал преданным: пожалуйста, этих двоих отведите их в мой дом. Я совершу киртан вместе с ними. Сегодня я дам им то, что очень редко даже Господь Брахма не может получить. Я обращу этих двух людей, этих двух братьев высшего класса преданных, которые будут известны по всему миру. Затем Господь Чайтанья сказал: прежде очень многие принимали омовение в Ганге, просто потому что они увидели Джагай Мадая и сразу бежали принять омовение. Но я поменяю мнение всех людей сегодняшнего дня. Они будут считаться общение с Джагаем и Мадаем так же, как общение с Гангой, как омовение в Ганге. Это желание Нитянанды, желание и обещания Нитянанды не пропадают зря, они всегда исполняются. И они отправились в дом Чайтаньи, Господа Чайтаньи, в месте его рождения, и устроили громкий, мощный киртан. И Джагай, и Мадай стали кланяться, падать стопам всех преданных, просто одному, другому, снова. И пытались, взяв их за стоп, они молились преданных о благословении милости. И все преданные благословили их. И затем Джагай и Мадай потеряли вообще даже остатки желаний для того, чтобы заниматься тем безумием, которым они занимались прежде. И для того, чтобы всем стало ясно, что он принял их греховные реакции, Господь Чайтанья показал, как его тело вдруг стало черным. Все увидели, что его золотое тело стало черным. Он спросил Адвайтачарью: ну как я смотрю, как я выгляжу сейчас? Адвайтачарья сказал: ну ты сейчас на Кришну похож, сказал Адвайтачарья. Потому что Господь Чайтанья стал черным Кришной. И сказал, Господь Чайтанья сказал: и сейчас делайте следующее. Начинайте киртан, и эта чернота, все эти грехи ужасные, они благодаря киртану отправятся и войдут в тела, все грехи этих двух братьев войдут в тех, кто критикует моих преданных. Пусть так будет. И это, конечно, крайне. Преданные были очень счастливы. Они устроили громкий, воодушевленный киртан, и потихонечку эта чернота покинула тело Господа Чайтаньи, и он снова восстал в своей прекрасной золотой форме. Тело вернуло этот цвет. Тем временем, пока все это происходило, на райских планетах, высших планетах, Господь Ямарадж наблюдал все это. Он и его главный секретарь, бог смерти Ямарадж, и его секретарь Читрагупта наблюдали за всем этим. На самом деле, Дамдас Такур пишет, что они наблюдали каждый день. Каждый день. И они в этот день тоже наблюдали. И они видели эту картину освобождения Джагай Мадана и Ямарадж. Он просто был в изумлении в абсолютном. Это не то слово просто. Он просто полностью ошеломлен был, в ошеломлении блаженном находился. Он даже не мог вместить, что произошло. Не мог понять. И он спросил Читрагупта:
который был главным секретарем бога смерти Ямараджа. И он отвечает за весь эту команду офисную, которые следят за живыми существами, и все греховные действия обусловленных душ записывают в свои регистры, которые не совершают в человеческих телах, по крайней мере, в этой вселенной. И Читрагупта, он знает все, кому какие полагаются греховные реакции за то, что они сделали. Он большой специалист. Читра, его имя означает картина, и Гупта означает секрет. У него есть скрытые съемки, картина жизни вашей, моей, скрытая съемка, все это записано, зарегистрировано, что делали живые существа. И затем на основе этого материала, на основе этой съемки назначают, принимается решение о том, какое наказание должно быть живым существам, людям. Итак, Ямарадж спросил Читрагупту, скажи, пожалуйста, какой там это список, какое количество грехов этих двоих? И что это значит, что их освободили? Что происходит вообще здесь? Сказал царь смерти. Читрагупта сказал: о, Ямарадж, лучше давай не будем в это погружаться. Поверь мне, это бесполезно совершенно. Это невозможно понять то, что здесь происходит. Этот человек не может постичь это просто, никто не. Эти двое, сказал Читрагупта, если мои помощники сядут и сосчитают в совокупности все грехи, которые совершили два этих брата, они даже не смогут полностью составить список всех грехов, если даже они будут писать 24 часа в день, записывать их грехи в течение целого месяца. Вся моя команда секретарей. Они не смогут составить список грехов. Но если ты хочешь услышать все-таки об их миллионах их греховных поступках, мы можем тебе доложить, представить отчет о них. Все мои посланники постоянно следили за грехами этих негодяев до такой степени записывали. А у них уже пищи спазм получился. Они писали до такой степени, что уже от грехов их руку свело просто записывать. Количество грехов, заставил нас, пытаясь записать их, заставил нас полностью, привело нас к полному истощению. У нас весь бесконечная яма, в которой сложны были записи этих грехов только. Может глянуть на бездонная яма. Оно нас плакать. Все, кто записывал грехи, оно нас заставляло плакать, когда мы записывали. Хотя Господь Чайтанья, не прилагая никаких усилий, просто взял их бесчетные, бесконечные грехи, просто и забрал на себя. Сейчас я просто выброшу все эти записи. Просто выкину в океан все наши, забыть это все. Зря писали. Wow, this is amazing. Это потрясающе. This is amazing. Это потрясающе. So Yamaraj, of course, he's an elevated devotee. Конечно, он возвышенный, преданный Господа. Его же, еще одно его имя — это Дharmaрадж, тот человек, который очень блестяще знает все религиозные принципы, и он знает все религиозные принципы обо всем, во всех областях, что правильно делать, а что неправильно делать, что должно, что не должно. Он самый высший эксперт в вопросах человеческой кармы, судьбы. И когда он услышал, что ему сказал Читрагупта,
Он вошел в транс просто. Вошел в транс любви к Богу. Он рухнул просто на землю без памяти. На колеснице, простите, которая был. И Читрагупта и другие его помощники пытались вернуть его в чувство, но не могли. Он просто был переполнен просто этим осознанием, этим величием милости Господа Чайтаньи. Тогда другие полубоги и великие личности появились в этом месте на сцене. Шива, Брахма, Yamaraj, Surya, Ganesh, Kartikeya, Kashyapa, Kardama Muni, Ямарадж, Daksha, Бог Солнца Сурья, Manu, Кашьява, and Bhrigu Кардама Муни, Muni, Дакша появился, Shukadev Ману появился, Goswami, Бригу Муни Lord пришел, Indra, Шукатвами Госвами пришел, by Лорд the Господь Индра, chariot of Yamara. повелитель райских планет. Все эти личности But they собрались couldn't возле колесницы Ямараджа see появились. Yamaraj because he's on the floor in the chariot. So they looked into the chariot, and Они there не was увидели Ямараджа, Yamaraj а just где Ямарадж? completely, И они посмотрели, просто totally заглянули в колесницу. На overwhelmed, полу лежит просто без uncontrollably памяти. overwhelmed, Повелитель in смерти, ecstasy великий and Дharмарадж, Krishna лежит presence. просто в обмороке от того, So что он then услышал. the Полностью demigods погруженный в started любовь a к Богу. kirtan, И and that was тогда полубоги a начали real киртан. kirtan. И это I был mean, our настоящий киртан. kirtans are real kirtans also. Наши But киртаны, this was конечно, like тоже a настоящие, super но real, это был super duper супер real настоящий, kirtan from just another супер-дупер dimension настоящий просто из altogether. другого измерения. All the Это был киртан demigods were киртанов. Все chanting полубоги and воспевали dancing и wildly. танцевали в Shiva, безумии просто Lord танцевали. Shiva, Шива was dancing so wildly. танцевал так His, неистово. all he wears is an animal cloth around his waist. Ведь все, что на теле его одето, это Excuse me. просто, The animal извините, cloth fell шкура off. только. And he was just И это dancing wildly, его completely одежда из naked. шкуры животных, оно Yes. просто рухнуло и упало. Он потерял это все, и Шива танцевал. Голый, даже не Chitragupta замечаясь это. was dancing Читрагупта wildly and тоже fell танцевал unconscious. в неистовстве до Ganesh того, and что просто Kartikeya рухнул were dancing без памяти. Ганеша uncontrollably. плясал там, как будто Lord Brahma was безумцы. dancing, all these other И people were Картикея, dancing Господь Брахма and танцевал. chanting. И они Narada воспевали Muni was все. dancing next to Lord Нарада Муни Brahma, who's his танцевал father, вместе с with Господом Брахмой, tears который of является love его отцом, just со flowing and слезами streaming. любви, которые потоками лились из его He глаз. just forgot about his И он Vina. просто He забыл just вообще про dropped вину it. свою, And he вину was где-то just забыл она. dancing И completely он просто стал wildly плясать, in танцевать ecstasy. неистово, в безумии, в блаженстве. Then Shukadev И тогда Шукадева joined in the kirtan, Шукадева the dancing. присоединился к этому киртану. And he И was Шукадева dancing, and then he танцевал. started rolling on the ground. Танцевал и And he вдруг упал на started землю, стал валяться chanting на a земле, кататься special по земле. mantra. И стал Listen to повторять this особенную mantra. мантру. He Послушайте, пожалуйста, started chanting, которую стал повторять Шукадева Госвами. Он стал петь Jagai, «Джагай, Jai Мадай, Nitai, Джай Нитай, Jagai, Madai, Jai Джай Nitai, Нитай». Jagai, Madai, Jai Nitai. Just roaring and roaring, Громче и celebrating the громче просто deliverance of произносил, Jagai Madai прославляя это by the mercy of вселенское Lord событие освобождения Nityananda Джагая and Lord Мадая. Chaitanya, but По particularly милости by Господа Lord Чайтаньи Nityananda. и, конечно, в особенности по милости So, Господа yes, Нитянанды. Lord Итак, Indra was Господь Индра dancing танцевал and тоже chanting рядом и повторял, and crying воспевал святыми и плакал, uncontrollably. потеряв Lord полностью Indra, it's a long обладание над story, собой. and it is quite X-rated actually. Это So we won't долгая go through the история, whole story. не будем But ее все Lord разбирать, но Господь Indra Индра has on his body на его теле 1,000 eyes. было 1000 глаз по всему телу. We will not talk about how they got there. Мы But не будем, anyway, they're конечно, there. говорить, из чего эти And now глаза he's получились, как dancing они and появились, chanting и он in just танцевал too с much 1000 ecstasy. своих глаз в And таком tears блаженстве, were что pouring слезы from his начали 1,000 текли, eyes. из 1000 глаз And текли generally слезы. feels very embarrassed about having those eyes, Конечно, because he Индра knows всегда, that people know
стеснялся своих глаз по всему телу, потому что он знал, что людям известно, как эти глаза появились на его теле. Он старался изо всех сил закрыть эти глаза, как мог только. Но в этот раз, когда эти глаза плакали в экстазе, он был так счастлив, что все его тело покрыто глазами, потому что я могу плакать и плакать, как никто другой. 1000 глаз. И там я могу наплакаться вдоволь просто, потому что 2 глазами я даже не смог это просто не смог бы выплакать все это. Вот что творилось возле колесницы Имани. И сейчас он подумал, оказывается, это проклятие, из-за которых на моем теле появились 1000 глаз, оно является благословением. Чандра, Луна, Сурья, Солнце, Кувера, Варуна, повелитель вод и океана, все были там. Ананта Шеша был в этом месте. Ананта Шеша танцевал с Гарудой. И 1000 своих уст. Вы знаете, что Ананта Шеша — это змей, у которого 1000 голов капюшонами. Змеиных. Он пел 1000 своих уст славу Господа Чайтаньи и Нитянанды, как огромный хор. Из Сатьялоки до самой Паталалоки, от Сатьялоки до Паталалоки, везде все гудело от киртана. Это невероятно просто. Но мы продолжаем. Мы переходим к другой части игры, очень глубокой, сокровенной части. Это сокрушение. Раскаяние Мадай. Мадай был тем, кто ударил Господа Нитянанду, и Господь Чайтанья принял это очень серьезно, это оскорбление. Поэтому Мадай, теперь, когда он стал преданным, прошел вот это очищение, и сейчас, как преданный, он оглядывался на содеянное, и он принял это всем сердцем, как просто он был. Я оскорбил самого Господа Нитянанду. Что мне теперь делать? На что мне можно уповать сейчас? На что надеяться? Я не могу представить. Какой ад, что ждет меня в будущем? Это смирение одного такого. Итак, они воспевали 120 кругов каждый день. 2 лакха. Они просто себя проклинали себя просто за все греховные действия, которые делали. Часто они просто падали в бессознание от раскаяния. Самый милостивый Чайтанья, самый милостивый Нитянанда, о Спасителе падших душ. И вспоминая той милости, которую они получили, несмотря на все, что они делали, они плакали. И Мадай, он чувствовал особенно тяжелый груз, настолько тяжелый груз раскаяния, что он иногда просто в отчаяние парализовало его. И он сказал: я слышу Нитянанда Прабху. Я причинил боль Нитянанде Прабху, и его тело протекает кровь. Поэтому я настолько греховен, что я ударил такую личность. Так вот, он постоянно это повторял, казня себя, казня. Ничего, другие мысли не приходили, только вот это одно. Как же я мог это сделать? Как же мог сделать? И однажды он увидел Господа Нитянанду
встретил его одного совершенно в уединении, и он упал к его лотосным стопам Господа Нитянанды, схватил их крепко и положил их на свою голову, поместил на свою голову, и плача без конца, проливая слезы. И эти слезы любви и раскаяния он омыл этими слезами лотосные стопы Господа Нитянанды. И в абсолютном смирении он вознес следующие молитвы. Он прославил Господа Нитянанду, но есть вот несколько молитв особенных, которые хочу прочитать для вас, повторить их сейчас, минуточку. Благословение, на самом деле, каждому, кто будет слушать эти молитвы, которые вознес Мадай Господа Нитянанды. Каждый, кто услышит эти молитвы, получит любовь к Богу. О Господь, сказал Мадай, все космическое проявление покоится на твоих груди. Твое тело, оно очень нежное и доставляет Господу очень большое удовольствие, комфорт, когда ты делаешь из своего тела ему кровать, ложишь на него. Но я настолько уродлив, греховен, чудовищен, что я на нем причинил боль этому трансцендентному телу твоему, кто еще более падший и отвратительный, чем я. Этому телу постоянно поклоняется Господь Шива вместе с Парвати и ее спутницей. Просто пометуя о твоем теле, человек может освободиться от всех оков. Именно это духовное тело, оно истекало кровью из-за моего безумного поступка. Читракету, известный император, жил счастливо и правил счастливо, просто поклоняясь тебе. И он известен как один из самых выдающихся вайшнавов, преданных. Та же самая форма, которой поклоняется вся Вселенная, я нанес этой форме, причинил грубо, безумно причинил боль. И он действительно чувствовал Тарского. Он сокрушался, потому что теперь он был преданным, он видел свой поступок уже как преданный. Мудрецы в лесу Наймишарани, возглавляемые Шамакариши, освободились от всех материального существования, просто медитируя на твою прекрасную форму Господа Баларама. Как одна из твоих форм, твоих экспансий Лакшманов, ты был ранен Индраджитом, одним из сыновей Раманы, и за это ты убил горилла Двивида. Она была убита тобой, потому что она тебе причиняла беспокойство. Могучий Джарасанда сгинул от силой твоих рук, потому что он был враждебен к тебе, не понимая, будучи в абсолютном безумии, я не понимал удивительного блага общения с тобой, поэтому причинил боль своему телу. Я не знал последствий тогда такого поступка, потому что когда Рукми, родственник Кришны, оскорбил его, ты его убил. Рамахаршина Сута был благословлен долгой жизнью, но когда он не смог выказать тебе должное почтение, ты убил его травинкой.
просто для того, что кто-то пренебрегал твои слова, Дурьодан и вся династия просто была уничтожена, искоренена. Это большая удача, что такие преданные твои, как Бишма, Кунти, Арджуна, Бима, они смогли успокоить тебя от их имени. Даже просто маленькое непренебрежение тобой уже навлекал себя смерть, выражавший тебе неуважение. Так что ж тогда за мой поступок, мою ненависть к тебе, какие адские условия должны были ждать меня. И говоря об этом, Мадай почувствовал, как Кришна прямо любовь к Богу переполнила его сердце. И он рухнул к стопам Господа Нитянанды, прижимая их к своему сердцу. Затем он продолжил. Прибежище твоих лотосных стоп, оно может спасти каждого от круговорота рождения и смерти. Ты способен, ты можешь освободить даже самых падших. Поэтому я прошу тебя, защити, пожалуйста, эту падшую душу, полностью предавшуюся тебе, потому что ты моя жизнь, моя душа. И ты самое большое сокровище мое. Вот что произошло. Такие слова он произнес. Он сказал: вся слава Господу Нитянанде, прекрасному сыну Падмавати. Ты сокровище всех вайшнавов преданных, и ты свободен от всей злонамеренности. Ты всегда пребываешь в высшем состоянии блаженства, и всегда ты так добр, что готов простить тех, кто предается тебе. А кто я? Я просто самый отвратительный из животных и оскорбитель. Пожалуйста, милостиво, прости, пожалуйста, за все мои оскорбления. И он снова он упал к стопам Нитая и сказал: есть еще одна молитва. Сказал: у меня еще одна молитва. Ты находишься в сердце каждого живого существа. И я совершил беспощадное насилие бесконечным числом живых существ, потому что ты в их сердцах находишься. Я ведь даже не знал, кому и как многим душам я причинил боль. Если бы я мог понять, скольким если бы я мог их узнать, всех и понять, я бы просил у них всех прощения бесконечно. Но в этой ситуации я лишен их прощения, благословения и прощения. Дорогой Господь, если Ты доволен мной, пожалуйста, дай мне совет, как я могу решить эту дилемму. Тогда Господь Нитянанда сказал: послушай моего совета, Мадай. Построй, пожалуйста, купальню Гату на берегу Ганги так, чтобы жители Навадвипы могли принимать омовение с удобством без всяких трудностей. Они будут благодарно думать тебе за созданные тобой условия, удобства. Это будет служением и вайшнавам, и Ганге, которые способны растворить своими чистыми водами грехи любого. Какого еще большего благословения ты можешь просить? Встань, пожалуйста, в этом месте омовения и проси прощения у каждого, кто будет приходить на это место омовения, молясь о том, чтобы они дали свои благословения. Таким образом, ты сможешь избавить от всех оскорблений себя, всех живых существ. И Мадай принял совет Нитянанды
Господа Нитянанда близко к сердцу, глубоко в свое сердце принял. И обойдя Господа Нитянанда несколько раз, с чувством глубокой любви и уважения он покинул Господа Нитянанда, повторяя святые имена Господа Кришны, и потоками слез нескончаемых текущих из глаз он начал строительство просто один без помощи, построил прекрасное место омовения, дворец буквально для омовения на берегах реки Ганги. И когда люди увидели его, они были потрясены. Мадай предлагал полный поклон каждому, кто приходил принять омовение, и молился, просил их: пожалуйста, пожалуйста, простите меня за все оскорбления, которые я совершал, зная об этом или не зная, осознанно или неосознанно. Пожалуйста, думайте обо мне. Хорошо, добрыми мыслями. Вот так. Так он выполнял наставление. Мадай был прощен Господом Нитянандой. И он, и Джагай тоже, за все свои ужасные грехи, за все, что они делали с людьми в прошлом, и они стали великими преданными, возвышенными, чистыми преданными Господа. Этот гат, это купальня, место омовения, оно уже его не проявлено больше. Но преданные, они знают, где он находится. И мы иногда, когда мы по рекам идем, мы посещаем это место. Итак, дорогие преданные, теперь вы знаете уже, очень важные вещи о Господе Нитянанде и Его милости. Постарайтесь принять это глубоко в сердце и постарайтесь проникнуться вот этим настоящей глубокой признательностью Господу Нитянанде, потому что по Его милости вы тоже получаете милость Господа Нитянанды. Шри Нитянанда Прабhu Ки. Шри Нитянанда Прабhu Ки. Шри Нитянанда Прабhu Ки. Go Premanande. Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. Харе Кришна. Hare Krishna. Devotee. Кришна. Hare Bol. Hare Bol. Спасибо, дорогие преданные, за ваше благословение, поддержку. Всего хорошего. Харе Кришна.